Ladies and gentlemen, welcome aboard this towboat from Mineral Cruise. During this cruise, we will sail the city in the water and explain the sights. Enjoy this canal cruise. Дамы и господа, добро пожаловать на борт нашего прогулочного корабля компании Грейдевелл. Этот шлюз, как и другие шлюзы города, служит условием длительного плавания и одновременно используется для обновления воды на наших каналах. Для достаточной циркуляции воды необходимо 600 тысяч кубических метров воды в сутки. Воду мы получаем из реки. Она поступает через канал Амстердам-Канал и Северный. Использованная вода выпускается через канал Норд-канал и Северный канал. Of the ship from 1749 around aground off the coast of England, close to Hastings, on its first voyage. Foreign people very clearly used to make it, and the public was clear doing it. В течение 5 лет добровольцы и безработные были заняты строительством Amsterdam coat of arms with three St. Andrew's crosses. And right beside it, the coat of arms of the New York City. На севере корабля Андреевский пристав, безусловно, верх Грейдевелл, объединенная туристической компанией. Trade, making it the richest shipping and trading company in the world. The VOC was the first multinational, and it led to the golden age in the Netherlands. В 17 и 18 столетии эта компания являлась монополистом в торговле сати. Для своего времени эта компания была самой богатой в Европе, соединяющей центральную часть Амстердама с северным районом. Говоря морскими терминами, мы находимся в этой широкой воде, в восточной портовой бухте. Едва ли можно представить, что здесь в 17 столетии бурлила экономическая жизнь. Корабли Ост- и Вест-Индских морских компаний загружались и разгружались в этом месте, прежде чем уйти в долгое плавание. Один из крупнейших европейских портовых городов. Большое здание с левой стороны – это торговая палата. Здесь же располагается главный информационный туристический офис города Амстердам.
судоходства. Здание было возведено для штаб-квартиры 6 крупных судоходных компаний Амстердама. Это здание также называют домом с 1000 окнами. Здание возведено в стиле знаменитой амстердамской архитектурной школы и украшено деталями, отражающими историю судоходства, в частности, голландской Ост-Индийской компании. В наши дни в здании располагается отель класса люкс. We're now sailing on the inner harbour of Amsterdam, the Kromme and the Oude Waal. Behind the locks, ships were docked, sheltered from the sea. А сейчас мы заходим в старую гавань Амстердама, где сходятся улицы Кроммевал и Аудевал. Здесь пришвартованные за шлюзом суда защищены от моря. Many companies involved in shipping were located in this area. There were lumber yards, rope makers for the production of ropes, storage areas for tar, which was used to protect the hulls of wooden ships. Nowadays, this area is mainly known as the Newmarkt-Route, the Newmarket area. В этом районе находились многие предприятия, связанные с судоходством. Здесь можно было встретить склады материалов, цеха по изготовлению веревок и канатов, запасы смолы, защищавшие корпуса деревянных судов. В наше время этот квартал известен под названием Новый рынок. Have a look at the facades of the houses you can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable,